Сегодня у нас в гостях у нашего канала известный советский и российский дипломат, экс-ректор дипломатической, тоже прославленной академии, ученый, востоковед и американист, то есть специалист практически по всей истории дипломатии и истории человечества, Евгений Петрович Баженов. Здравствуйте. Добрый день. Первая тема, которую мы хотели бы сегодня обсудить. Мы считаем, что она интересная. Что такое дипломатия? Дипломатия – это инструмент для оформления войны. Люди все время воюют. Начало ее, а потом завершение. Или дипломатия – это все-таки инструмент человечества для того, чтобы огромные массы, все более плодящиеся, сильные, богатые массы людей нормально сотрудничали, осуществляли культурный, научный обмен и предотвращали любые конфликты. Вот как вы думаете, чему вы учили своих учеников, многие из которых теперь президенты и премьер-министры на нашей планете? Спасибо за такой сложный вопрос. Ну, во-первых, нам всем ясно, что дипломатия – это деятельность по осуществлению внешней политики. Эту внешнюю политику формулирует и руководит ей государство, а не дипломатия. Дипломатия только осуществляет. В одних государствах это делает там вождь, ну скажем, Северная Корея, да? Если продолжать тему Кореи, то в Южной Корее по-другому эта политика формируется. Есть президент, исполнительная власть, есть законодательная власть, есть пресса, идет борьба между ними. То есть в рамках даже одной нации, разделенной сейчас на два государства, разные способы формирования. Но в любом случае это делает государство. И у государства очень комплексные, сложные интересы, у любого государства. И они меняются на протяжении времени. Иногда это действительно война, иногда это необходимость закончить войну на почетных условиях и создать прочный мир. Но, кроме того, есть масса других проблем и задач, которые решает государство. И, как я уже сказал, политика в результате того, что меняются, скажем, идеологические интересы государства, политические интересы, экономические интересы, и меняется международная обстановка вокруг этого государства и вообще на международной арене изменения происходят. Меняется эта политика. И, соответственно, дипломаты действуют по-другому. Вот я пример, вы упомянули, что я Китаем занимался и занимаюсь. Последние, там, сколько, 57 лет. Так вот, значит, вот если... То есть вы ответственны за очень многие события на нашей планете. Так вот, если пример Китая привести. Вот был 19 век, да? Вернее, начнем с 18 века. Китай был закрытой страной, которая считал себя центром земли, остальные все варвары, и задача Китая заключалась в том, чтобы этих варваров цивилизовать и делать, значит, вот вассалами Китая. И никакой дипломатии особенно не было. Мы можем потом поговорить, я могу примеры даже забавные и печальные привести, к чему это приводило, вот такая линия. Но вот такая была дипломатия. Не войны какие-то устраивать, не мир организовывать, а вот закрыться, никого не пускать и по мере возможности воспитывать живущих вокруг варваров. Поплатились за эту политику. В середине 19 века Китай превратили западные государства, прежде всего Англию, в полуколонию. Вплоть до того, что там в китайских городах прибрежных висели надписи. Значит, вот, английский квартал, и у входа висела надпись: собакам и китайцам вход запрещен. Вот до этого довели великую страну. Я не говорю, что только дипломатия довела, но в том числе вот такая линия, да, значит, или ее отсутствие. Значит, вот это в середине 19 века. В конце концов произошла революция в Китае, империя прекратила свое существование, стала создаваться республика, все очень было сложно, Китай был фактически расколот, но встала задача поставить Китай на ноги, сделать его независимым государством. И вот коммунисты пришли к власти в 1949 году и поставили такую задачу перед собой: сделать Китай независимым, самостоятельным, гордым, таким, какой он был в истории всегда, великой державой или на протяжении длительных периодов времени. Но поскольку враждебно Китай был встречен так называемыми капиталистическими странами, Западом во главе с США, то Китай стал опираться на Советский Союз.
другая была дипломатия, дружба с СССР и при помощи СССР строительство социалистического общества. Затем поссорились с Советским Союзом, значит, стали враждовать и с Западом, и с Советским Союзом, и ударились в левизну. Была развернута так называемая Великая пролетарская культурная революция. Значит, дави все, что было в прошлом, строй новую жизнь, долой капиталистические классы или те, кто идет по буржуазному пути. Лозунги можно было увидеть в Китае, там добьем Конфуция, как крысу, перебегающую дорогу. Конфуция, чья идеология на протяжении тысячелетий была в основе китайской цивилизации. Во многом благодаря ей Китай вот сохранился на протяжении тысячелетий как великая держава и как великая цивилизация, в отличие там, от Древнего Рима, Древней Греции и так далее и тому подобное. Значит, вот так. А после этого все это закончилось, и значит, модернизация. И главной целью стало развитие производительных сил Китая, создание мощного, процветающего государства с богатым населением. И дипломатия стала выполнять совершенно другие функции. Не войны, не предотвращение там войн, не окончание войн, а приспособить, задача была всю внешнюю политику к тому, чтобы Китай мог успешно развиваться, со всеми дружить, от всех все получать, и в ответ, значит, все, что Китай производил и мог дать внешнему миру, давать. Вот уже на примере Китая видно, как эта политика менялась и насколько могут быть разные интересы и как они могут меняться. Ну, давайте вспомним еще США очень кратко, да? Я не буду уже 19 век брать. Был период, например, когда американцы боролись с англичанами за свою независимость, когда особенно их там гражданская война началась, а Россия была фактически союзником. И как тогда американцы говорили, что российский флот вообще спас Америку от нападения англичан и их союзников, французов и так далее, на Нью-Йорк, на Сан-Франциско и все прочее. А потом был период, значит, Первая мировая война, американцы не хотели в ней абсолютно участвовать, в конце концов, на самом последнем этапе включились, а после этой войны ушли в себя, закрылись. И дипломатия заключалась в том, чтобы, так сказать, как в свое время у китайцев, ну не с такой глубиной, не в таких масштабах, но тем не менее сидеть, заниматься своими проблемами и не заботиться о том, что там где-то в Европе происходит и так далее. А потом была Вторая мировая война, в которой американцы вынуждены были войти, потому что на них японцы напали. И после этой войны совершенно изменилась внешняя политика США. Она заключается в том, что американцы считают, что они должны быть лидерами всего мира. Вот была эпоха, когда Советский Союз был на коне, да? И мы исходили из того, что у нас самые передовые идеи, эти идеи указывают людям путь в светлое прошлое, и наша задача возглавить это движение к счастливому будущему. И мы писали книги, выступали, помогали нашим друзьям, посылали войска, когда надо было спасти революцию или создать условия для революции и так далее. Закончилась холодная война, американцы пришли к выводу, что если даже Советский Союз распался и встал на путь рыночных экономий и политической демократии, то есть взял на вооружение или берет на вооружение американскую модель, то, естественно, Америка должна руководить миром. И то же самое сделали страны Восточной Европы, и даже Китай встал на путь реформ. И как сами китайские интеллектуалы, не раз мне говорили, у нас социалистический капитализм, социализм на словах, капитализм на деле. И вот в этих условиях совершенно естественно американцы, а кто еще должен руководить миром? У меня были знакомые американские, там, скажем, политики, ученые, которые так и говорили. А кто же, Северная Корея, что ли, должна руководить миром? Естественно, мы. У нас передовые идеи и светлое будущее, мы будем двигать человечество. Появились работы, и масса работ. Например, Фукуяма такой, да, наверное, известный многим человек, который в начале 90-х годов выдвинул теорию конца истории. Он писал, вот как вы говорите, все время войны, да, сопровождали человечество. Вот он писал, что история человечества — это есть история войн. Ничего никогда другого значительного не было. А теперь войны закончатся. Почему? Потому что весь мир заживет одной дружной семьей под руководством Америки и по американским правилам.
И воевать причин не будет. Все будут жить одной дружной семьей. Ну и дипломатия тогда Да, и дипломат умрет. И умрет, да, умрет. Потому что этот инструмент да, станет да, не нужен. Да, и Киссинджер, например, вот известный, да, стал писать в своих книгах, что дипломатия, собственно, умирает. Раньше дипломат ехал там, из Италии во Францию, и, ну, во Франции это еще близко, откуда-нибудь там подальше, да, там, в Китай, и имел полную свободу, потому что там не было ни мобильных телефонов, ни телеграфа, ничего. Он что хотел, там и делал, он представлял страну. А сейчас, когда мы живем в совершенно другом веке, когда можно общаться руководителям, они и общаются, а как писал Киссинджер, дипломаты превратились в почтальонов и официантов. Почтальон передает письма от руководителя руководителю и обслуживает делегации, когда они приезжают. Ну, он просто заявил это еще не дождавшись, ну, например, такой региональной войны, как Вторая Карабахская война. Азербайджан освободил оккупированные территории и хочет подписать мир. И уговаривает и армянскую сторону, уговаривает международные организации, уговаривает Россию стать всем участниками этого нового мирного договора. Все-таки остается прежняя функция дипломатии – оформление того, что наступает после войны, поставить точку, закончить кровопролитие написанием букв на бумаге, договориться странам и народам о том, как жить дальше, потому что это делают не генералы, это делают даже не столько выборные политики или политтехнологи, это делают люди, которых содержат, готовят сначала, потом содержат, натаскивают, это эксперты. Я много раз сталкивался с тем, что какие бы взгляды не были у дипломата, это всегда эксперт. Во всяком случае, так было с советскими дипломатами, с французскими, с которыми я сталкивался. Это всегда эксперты в своем вопросе. Приходит их время. Это значит, что сейчас у нас, пока есть такие конфликты, дипломаты будут все равно заниматься своим вековечным делом. А там, где нет конфликтов, вот вы сейчас сказали, китайские дипломаты обеспечили вот эту возможность бурной модернизации и развития своей страны. Они прибегали к дипломатии, да, к их услугам. Да. То есть я, безусловно, начну с того, что я, конечно, не согласен с Киссинджером, сказал это для красного словца. На самом Он деле, не дипломат, потому что... Нет, ну, он был министр, госсекретарем и считается и дипломатом, ученый, дипломат, политик, там все вместе. Так вот, конечно, дипломатия никуда не умерла, как раз наоборот. Чем напряженнее ситуация в мире, чем больше конфликтов, тем больше нужно специалистов, которые бы занимались этими делами. Руководители принимают решения, но дальше эти решения надо осуществлять, тем более у одного руководителя одно решение, у другого другое. Их надо свести. Одно дело, когда ты в рамках государства даешь указания. Вот у нас было в свое время один из руководителей, там, без фамилии, он совершенно пришел из другой области, никогда не занимался дипломатией. И он вызывает там специалистов из МИДа и говорит, вот вопрос с островами, с японцами. Составьте график решения, там, к 5 сентября решить вот, там, по одному острову, к 10 сентября по второму и так далее. Он говорит, это же не строительство дома, там, дал команду, построили, а здесь есть партнер, у которого совершенно другие интересы, позиции и так далее. Это можно 100 лет сидеть, и может быть лучше даже сидеть 100 лет за столом переговоров, чем к сентябрю не выполнить задание и все это обрушить и привести к конфликту. Но если вы меня спросили по поводу китайцев, да, у них действительно, вот, как я уже сказал, началась модернизация, и к этому процессу активно подключилась китайская дипломатия. До этого она все крушила во время культурной революции, призывала рубить там эти собачьи головы всем и так далее. И вдруг все это, благодаря, конечно, руководству Китая во главе с Дэн Сяопином, это они, он архитектор реформ и его окружение, но осуществляли в том числе и дипломаты. Главное, те, кто работали, конечно, на полях, на заводах и так далее, дипломаты. Вот я перечислю те, не знаю, как их называть, принципы или вот постулаты, которым эта дипломатия следовала. Первое. Это Китай строит отношения со всеми на 5 принципах мирного существования. Со всеми партиями, со всеми государствами, с любыми группами и так далее. Не мешать во внутренние дела друг друга, уважение суверенитета и так далее, и так далее.
5 принципов. Что для Китая было очень неожиданно, потому что для этого они делили так, как никто не делил. Ты вот наш коммунист, ты плохой коммунист, это империалист и так далее. Здесь все одинаково. 5 принципов. Это основа. Второе, Китай старается не высовываться. Вот Дэн Сяопин так и говорил: сидите, не высовывайтесь. Есть конфликты, есть споры, Китай сидит в стороне и наблюдает. Есть такой старый китайский афоризм: сидеть на горе и наблюдать, как дерутся два тигра. Китай должен стараться не влезать в те споры, которые его не касаются, и не занимать какую-то четкую позицию. Там один приходит, говорит: поддержи меня, нет, второй приходит, мы в стороне. Это 2. Третье, не вступать в союз с великими державами. Как было заявлено на 12-м съезде Коммунистической партии Китая в 1982 году, вот с этого началось, было заявлено, что вот Китай хлебнул горе, когда вступал в союз с великими державами. Они садились на голову Китая, и в любом случае союз с другими, особенно с великими державами, лишает тебя свободы действий, заставляет приспосабливать твою политику к интересам другого, и часто действует так, что ты ссоришься с какими-то странами из-за своего союзника, чего ты не хочешь. И вот этот принцип абсолютно четко до сих пор сохраняется. Значит, что надежды наших романтиков от дипломатии российских, я имею в виду, и от политики, они на союз с Китаем и упоминание о Китае как о союзнике, это наше понимание, может быть, оптимистическое. Китайцы никогда не будут смотреть, мы же все-таки по-прежнему великая держава, не будут на нас смотреть как на союзников. Партнеры, да, они, но не более того. Да, и я считаю, что и у нас это руководство понимает, что Китай не собирается быть нашим там военным союзником, ну, если, так сказать, жизнь только не заставит, что называется. А так, как курс, как оптимальный курс, да, мы партнеры. И если вот углубляться в историю, ведь у нас как было? Мы были союзниками с Китаем, да? Это известная вещь, и я тоже это упомянул. А потом начался конфликт между Китаем и Индией в конце 50-х годов. А мы дружим и с Китаем, наш союзник был, и с Индией. И китайцы стали заставлять нас поддержать их. А мы вместо этого призывали их к миру. Они очень обиделись. Потом тайваньский вопрос. В 1958 году, значит, китайский там, Мао Цзэдун немножко начал нажимать на Тайвань. Очень напряженная ситуация была на грани войны. А Тайвань — это, значит, отколовшаяся часть Китая, куда убежали гоминдановцы, которые правили Китаем, проиграли гражданскую войну. Я напоминаю там, для тех, кто не знает, и до сих пор там сидят. Так вот, Хрущев был, наш руководитель, дико этим недоволен, потому что мы начали мириться с США, разрядка началась, а в это время, значит, вот обострение обстановки. Мао Цзэдун объяснил это тем, что внутри страны тяжелая ситуация, надо было сплотить народ, поэтому вот он это устроил. Дальше Хрущев едет в США, а Мао Цзэдун дико недоволен. И его можно понять. Он говорит: Америка не признает КНР, называет нас бандитами, а Хрущев едет, что называется, целуется с Эйзенхауэром, с президентом США. И вот, значит, этот союз в конце концов стал лопаться. И вот китайцы это все вспоминают. Они говорят: как только мы слишком большие, и мы, и Советский Союз, у нас слишком много комплексный набор интересов, и если мы вот будем так друг к другу привязываться, вот все это приведет к тому, к чему пришло тогда, что мы начали постепенно, шаг за шагом из-за всего этого ссориться, потом мы им атомную бомбу сначала начали помогать, потом отказались, потом убрали своих советников оттуда, и случилось. А в 70-х годах, когда мы совсем уж рассорились с Китаем, они стали называть нас главным противником, они стали сближаться с США. И вскоре почувствовали, что американцы им на голову садятся, начинают как к младшему партнеру относиться. И вот с тех пор это у них укоренилось, самостоятельная, независимая внешняя политика. Я помню, в 1982 году, когда они это объявили на съезде, я как раз работал в Китае, меня вызвал посол, и вот мы сидим с ним, а я отвечал за внешнюю политику Китая в посольстве, ну, за изучение ее. Мы оба слушаем это и говорим: что такое независимое, самостоятельное, что это означает вообще?
такая великая держава. Означало вот это, то, что я сейчас сказал. А теперь, если вы посмотрите на наши документы, выступления, этот термин перекочевал уже и в наш лексикон. Теперь у нас тоже говорят, что мы независимость. А тогда нам настолько это странным показалось, вдруг такая махина, и что-то там о независимости заговорил. Ну вот, так что, да, Китай, союза, конечно, нет, и его сложно создать, учитывая этот комплекс. Да? У них там проблемы есть с Вьетнамом, а мы с Вьетнамом дружим, например, да? Ну и так далее. Можно в Европе другие примеры привести, когда у нас с кем-то проблемы, а у них другие отношения с этими странами, и они не хотят. Значит, это вот третье положение. Четвертое, при всем этом, что с великими державами не надо вступать в союз, тем не менее, четвертый постулат китайской дипломатии в эпоху модернизации, надо иметь максимально развитые и тесные отношения с наиболее развитыми странами мира. Потому что у них технологии, у них финансы, у них все, что необходимо Китаю для модернизации. И эту и политику к этому приспосабливать. Это касается и США, и СССР тогда еще, да, и потом Россия. И вот примеры приведу. 1986 год. Руководитель Восточной Германии, ГДР, Хонекер, приезжает в Китай и спрашивает китайского генерального секретаря Компартии Китая Хуяобана, почему вы не критикуете американские военные базы на Филиппинах, в Южной Корее и так далее. Что он отвечает, руководитель Китая, при всей их независимости, самостоятельности? Он говорит, а зачем? Они все равно базы не уберут, а мы с ними поссоримся, нам это не надо. Это, значит, первый случай. 2001 год. Президент тогда, или руководитель, да, президент Казахстана беседует с руководителем Китая тогда, Дзян Зиминем, генеральным секретарем Компартии там, и так далее, у него еще вторая должность. Так вот, Назарбаев спрашивает, какие у вас отношения с США, на что Дзян Зимин отвечает, валовый внутренний продукт Китая в 6 раз меньше американского, тогда он был в 6 раз. Больше. А? Китая. Ниже, Ниже. чем у США. Поэтому мы будем сейчас, наверное, это Нет, другое сейчас они соотношение, почти да. на одном уровне. По одним подсчетам уже Китай даже выше. Так вот тогда так, это 22 года назад, 21. И он говорит, поэтому мы будем делать все, чтобы иметь с США хорошие отношения. Вот такой прагматизм. Особенно с Европой развитые отношения. И несмотря на все там шероховатости, там, возникающие проблемы из-за прав человека там, и так далее. Тем не менее, это вот такой курс. Значит, развито. Теперь во что бы то ни стало иметь хорошие отношения с соседями. Все территориальные проблемы надо или решить, или как-то их, так сказать, снизить. И вот что касается наших отношений. У нас одна из самых острых проблем, это проблема всегда острая между государствами, пограничная проблема. И вам это тоже прекрасно, вот вы приводили пример там, территории, границы в вашем... На Кавказе, Да, за Кавказе. да, Или, как да. теперь говорят, на Южном Кавказе. На Южном Кавказе, да. Так вот, значит, у них этот постулат во что бы то ни стало. И вот, что касается Советского Союза, у нас ведь очень сложный был пограничный вопрос. Вот в свое время Мао Цзэдун, это известная вещь, в 1964 году сказал, все земли до середины 19 века, от Байкала до Камчатки, принадлежали Китаю. У нас их отняли. И Китай еще по этому счету, по этому реестру счет не предъявлял. Ну, у нас это вызвало, конечно, очень острую реакцию, то есть это территориальные претензии. Потом китайцы объяснили, что, конечно, мы не претендуем, там живут русские люди, давно живут, и если начать в истории копаться и предъявлять друг другу претензии, то все будут воевать со всеми. В общем, в конце концов, благодаря гибкости и Китая, и нашего руководства удалось установить границу, подписать все необходимые документы, договор и так далее. И граница та, которая была, она только уточнена была. То есть та, которая зафиксирована в документах в середине 19 века, она такая и есть, только вот уточнена была в итоге в результате переговоров. То есть вот с соседями их курс иметь с Центральной Азией, безусловно, прежде всего с Россией, Центральной Азией. Так, не все у них получается, естественно, но принцип такой, или постулат, которым они руководствуются. Теперь дальше развивающиеся страны. Китай развивающаяся страна, все время об этом говорилось.
благодаря Китаю развивающие страны смогли выдержать натиск со стороны золотого миллиарда, встать на ноги, и Китай всегда будет с третьим миром. И это беспрерывно подчеркивалось, и говорилось о том, что Китай у всех учится у них, приезжает китайский премьер куда-нибудь в Африку, в очень маленькую страну, и целую речь посвящает тому, что Китай приехал учиться в эту маленькую страну, хотя, казалось бы, да. Но сейчас, это я говорю про период активной модернизации, сейчас уже следующий этап, да, когда они многого достигли, и политика меняется, но это чуть-чуть позже скажу. А здесь вот этот принцип. Теперь дальше китайские иммигранты. Десятки миллионов живут в разных странах мира, почти во всех, особенно в Юго-Восточной Азии. Да? Я уже не говорю о Сингапуре, который почти весь состоит из китайцев, еще есть Малайзия, Филиппины и так далее. Так вот, максимально привлекать их к модернизации. И когда мы говорим, скажем, что вот Америка внесла немалый вклад в модернизацию, главной движущей силой, вот особенно на первом этапе, это были вот иммигранты китайские, которые там проживали, в том числе в США. Они привозили свои деньги, свои технологии и так далее. Этому колоссальное внимание уделялось. И для того, чтобы привлечь этих людей, там им памятники ставили и находили в архивах документы, что они там с семьей Конфуция связаны уже 2000 лет, там, даже больше. Значит, ну и так далее. Теперь следующее – это реклама китайского рынка. Китайские дипломаты этим в высшей степени активно занимались, и нам все время говорили, вот учитесь у китайцев, как рекламировать. Именно дипломаты. Именно дипломаты. Я помню, кстати, вот в Грузии был дипломат, не буду называть фамилию, он был послом в Греции. Так его потом отозвал Шеварднадзе, будучи президентом Грузии, потому что он, выступая перед греками, говорил, что у нас такой бардак, что не надо складывать деньги в Грузию. А китаец, даже если он, может, знает, что у него где-то там бардак, он, тем не менее, объясняет, что во что бы то ни стало, прямо летите на всех парах. Там, вот так. Где-то я читал советы бизнесменам, и, правда, их давали еще в 80-е и 90-е годы. Если вы начинаете бизнес в Юго-Восточной Азии, в одной из там 5 стран молодых драконов, первое, не бойтесь рисковать, и второе, без страха доверяйте только китайским бизнесменам. А вот так. Ну вот, значит, реклама. Теперь дальше помощь в создании действительно выгодных условий для иностранных бизнесменов на китайском рынке. То есть советы китайскому руководству, подготовка соответствующих документов, предложений, что надо сделать для того, чтобы, как они говорили... То есть дипломатия выступила инструментом модернизации страны и продолжает, видимо, выступать. Да, создание, то есть помощь или содействие, участие в создании реальных условий, выгодных для иностранного капитала. Как всегда говорили и говорят в Китае, для того, чтобы бизнесмен пришел в Китай, надо, чтобы ему было выгоднее в Китае со всех точек зрения, чем в любой другой стране. Надо конкурировать как следует. Этот, значит, постулат. Теперь дальше это участие в проникновении китайского, там, скажем, капитала или китайского бизнеса, или, там, скажем, экономического проникновения Китая в другие страны. Значит, кому помогать, как помогать, что строить, железные дороги строить, стадионы строить, вокзалы. И в очень многих странах, вот все говорят, да, там, что бросается в глаза, это участие Китая в экономике этих стран. Там кто-то, может быть, очень важные вещи делает, но это не видно. А вот раз стадион стоит, да, железная дорога, железнодорожный вокзал, и вот эти знаковые вещи, они и в Африке их можно найти, и в Латинской Америке, и в Азии и так далее, все делают китайцы. И вот дипломаты участвуют в этом процессе, чтобы получить эти проекты, чтобы это были знаковые проекты, чтобы они оказывали влияние на людей, живущих в этих странах, что вот Китай это вот такой партнер. Ну и помимо всего прочего, это, конечно, содействие научным и образовательным связям, чтобы максимальное количество китайцев выезжало за границу, получало нужное образование, физика, химия, астрономия, математика и так далее. Потом возвращались в Китай и участвовали в модернизации. И очень большой вклад именно вот этих людей, которые получили образование в лучших вузах мира, в продолжение модернизации. Но в заключение только скажу, что эта политика продолжается, но, конечно, Китай сейчас набрал мощь, и, как всегда бывало в истории, государство, набирающее мощь, набравшее мощь, начинает эту мощь
экспортировать, появляется желание Создать, влиять. например, базу на Соломоновых островах, как они пытались сделать. Да, влиять, лидировать. Это вот если у нас нет времени, и не надо, может, даваться в детали, но это вся история человечества. Набирается мощь, потом появляется идея. У нас есть время. Есть. Да, появляется идея, что надо эту мощь распространять, что это нужно нам. А потом появляется идея, что это нужно не только нам, но и им, всем. Это начиная там с Древнего Рима, да, что если бы не Древний Рим, так все бы варварами И тогда оставались. начинается традиционная, глубинная вступать функция дипломатии как оформителя войны, Как а потом завершителя войны. Не обязательно войны, а лидерства. Конфликта, Лидерства. конфликта, лидерства. У китайцев теперь, естественно, появилась мощь, и, естественно, что это мы, сначала статьи в газетах пошли, что это мы ведем себя, какая-то Англия там руководит всем или пытается, а мы великий Китай, который поднял всю Азию и весь третий мир, сидит и, как Дэн Сяопин учился, тихо, не рыпается, извиняюсь за выражение, и ни в чем не участвует. Надо руководить. Сначала в Азии, потом и так далее. А потом появляется, особенно вот, например, в гонконгской прессе. Я не критикую, я просто говорю, как это есть. Да? Появляются статьи, что вот лучшие интеллектуалы мира еще в прошлом, начиная от Толстого там, и Гегеля называют, и особенно вот историка Тойнби, понимали, что без конфуцианства человечество не выживет. Только конфуцианство, которое основано на золотой середине, на ненасилии, на балансе интересов там, и так далее, может спасти человечество от катастрофы. И вот вы можете массу, причем, вот, например, Тойби, да, они цитируют, что вот он говорил, что в 21 веке только конфуцианство спасет человечество от всеобщей катастрофы. Я стал искать в трудах Тойби хоть что-то похожее, но ничего не нашел. Не значит, что нет, может быть, есть. Да. Потом, значит, ходит из статьи в статью там, фраза о том, что в 1988 году 74 лауреата Нобелевской премии в Бельгии выступили, там какое-то у них собрание было, выступили с значит, документом, в котором говорится, что только конфуцианство может. То есть это вот, знаете, обычная история. Сначала мощь, потом выплескивать эту мощь, а потом доказать, что всем это и надо. Так же, как в свое время бремя белого человека, да, Франция там, и Англия, что вот то, что мы там в Алжире делаем, во Вьетнаме или там в Африке. А вот Китай и Соединенные Штаты. Две сейчас сильнейшие страны мира, во всяком случае экономически. США не весь Запад. Запад намного больше, чем США. И весь Запад сильнее Китая. Но Китай мощная держава экономическая. И между ними странные отношения. С одной стороны, кажется, в том числе в информационном поле рождается такая идея, что их противостояние неизбежно, что они противостоят друг другу, что это враждебные державы, они борются, и эта борьба за влияние приведет к конфликту. С другой стороны, подъем экономический, модернизация, даже скажем так, Китая была бы невозможна без денег и технологий Соединенных Штатов. Огромное количество предприятий, превративших Китай в мастерскую мира, создано американскими компаниями. Последние, и это продолжает создаваться, потому что огромный завод Tesla в Шанхае – это острие технологического прогресса, это производство 1,5 миллиона электромобилей и их экспорт в разные страны. Это только последний факт размещения мощной технологической платформы американцами в Китае. И гигантский поток возвращающихся денег, а прибыли от предприятий, размещенных в Китае, он идет в Соединенные Штаты. И, может быть, даже теряется от взгляда экономистов, хотя его надо записать тоже в ВВП Соединенных Штатов, на самом деле, а не Китая. Мастерская мира, Китай, которая никогда бы не возникла, если бы не было гигантского спроса на американском рынке для этой огромной мастерской. С другой стороны, видимо, китайцы это понимают и каким-то образом сотрудничают с Соединенными Штатами, потому что гигантские, опять-таки, финансовые резервы Китая, $1,5 триллиона, размещены в американских ценных бумагах и все время вот тем самым финансируют американскую мощь, американский рынок, американский спрос. Так переливаются технологии и деньги сначала в Китай, потом они возвращаются в Соединенные Штаты.
Эти страны выгодны очень друг другу. Китаю особенно это выгодно. Может быть, в информационном пространстве опять-таки преувеличивают степень конфликта между этими странами. Может быть, вот так вот подпирая друг друга, иногда немножко толкаясь, они и пойдут дальше до конца 21 века и потащат мир за собой. Как вы считаете? Ну, я со всем, что вы сказали, согласен. Я что бы хотел добавить со своей стороны. Значит, вот перед Первой мировой войной, вы, наверное, помните, в Европе были очень такие радужные настроения. Вот Тойнби, о котором я упомянул, великий английский... Я об этом читал, помните, никак не получилось у меня. Великий английский историк, да, который писал, что он путешествовал перед этой войной по Европе. Да, были радужные надежды на творчество, прогресс, да. разум. Не, он говорит, что даже тогда ему сказали, что нужен документ въездной только в Российскую империю, в Отtomанскую. А так не нужен, путешествуешь, как путешествуешь по Англии. Покупаешь билеты и едешь. Он так и путешествовал. Да? И он вернулся. Да, в Германии ему говорили люди, что мы, немцы и вы, англичане, стали как братья и сестры. Мы настолько взаимосвязаны, у нас такие тесные экономические, культурные, научные связи, что мы никогда больше не будем воевать. И он пишет, что я вернулся в Англию, будучи уверен, что человечество ждет прекрасное будущее. Несмотря на всю эту взаимозависимость, Первая мировая война. Да, через пару лет. Да. Так что, с одной стороны, да, взаимозависимость, она может быть еще гораздо больше, чем тогда была. Сейчас ни одну вещь не сделаешь в одной стране, это обязательно это. Но, тем не менее, вот гарантий нет. Это вот с одной стороны. Гарантий нет. Нет, с одной стороны, да, гарантий нет. Теперь другой аргумент. Значит, вот был такой генерал не очень удачный и выдающийся ученый Фукидид в Древней Греции, в V веке до нашей эры, да, который издал колоссальный труд о Пелопоннесской войне между Спартой и Афинами. И он там вывел правила, которые, как считают ученые, до сих пор действуют. Когда меняется баланс сил, то начинает... он стал анализировать, почему стали воевать Спарта и с Афинами. Из-за ошибок правительств, из-за экономических противоречий, еще там из-за чего-то, десяток было причин вроде бы, да? Он говорит, главная причина была изменение баланса сил. Афины усилились, и это вызвало страх у Спарты. В мире, в котором нет центральной силы, которая всем руководит, ты можешь полагаться только на свои силы, на свое обеспечение своей безопасности своими силами. И в Спарте возник страх. Этот страх стал толкать Спарту заниматься гонкой вооружений, искать союзы, совершать всякие маневры против Афин. Афины увидели, что делает Спарта, то же самое стали делать. И вот он пишет, что всякий раз, когда будет меняться баланс сил в международных отношениях, будут возникать условия для войн и войны. И вот что происходит сейчас. Изменение, причем резкое баланса сил. Америка руководила чуть ли не там, не всем миром, а половиной мира, и уж точно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, значит, всем командовала, да, от Австралии до Японии, и вдруг появляется Китай, у которого мощь растет. И пусть даже у Китая была идеальная внешняя политика с точки зрения американцев, да, то есть объективно идеальная, когда Цзян Цзимин заявляет, что будем делать все, чтобы иметь хорошие отношения, поскольку они мощнее нас экономически. Но постепенно, тем не менее, нарастает страх, меняется баланс сил. Китай самостоятелен, у Китая свои интересы, да еще Китай коммунистический, с какой-то не очень приятной для американцев идеологией. Китай, который влезает сначала на рынки этих стран вокруг, находящиеся в Азиатском регионе, которые были под Америкой или близки Америке, потом начинает на них влиять политически. Вот мне один тайский дипломат говорил, у нас раньше премьер-министр начинал день с чтения Нью-Йорк Таймс. А сейчас ему сначала докладывают, что в Жиминжибао написано, а потом Нью-Йорк Таймс. И вот это все нарастает. И в конце концов страхи настолько усилились в США, вот вроде США такая мощная держава, но больше всего Китай стала бояться она. Почему? Да потому что вот она хочет лидировать, а здесь баланс меняется не в пользу, и возникает этот страх.
что будет дальше, надо обеспечивать безопасность. А для этого, значит, как еще при Обаме было сказано, вот мы завязли на Ближнем Востоке, Среднем, надо отсюда уходить. Здесь все равно непонятно, что еще 100 лет будет, и обойдемся без них. А вот главный наш противник, стратегический на долгий срок, это Китай. Поэтому надо центр усилий нашей обороны переносить в Азиатско-Тихоокеанский регион. И начались военные приготовления, то есть они и были, но сказать, они стали множиться, и поиск попутчиков, союзников, партнеров: Австралия, Сингапур, Малайзия, Филиппины, там, Таиланд, Южная Корея, Япония, всех подтягивает к этим усилиям, и маневры, и поставки вооружений, и даже Вьетнам, да, который недавно еще воевал с США, это был главный враг Вьетнама. Значит, вот, поскольку у вьетнамцев есть проблемы с китайцами из-за спорных островов, там и другие есть проблемы, так вот, значит, их начали подтягивать. А Китай за всем этим наблюдает. То есть Китай просто развивается, никого не трогает, а здесь вокруг... Но нарушает баланс. Оно нарушает баланс, да. Но ему это не нравится, что вокруг это происходит, потому что пытается этот баланс опять, значит, Китай утащить вниз, а раз Китай будет слабее, на него можно будет давить и командовать им, мешать ему развиваться, поэтому появляется желание, значит, усилить военные приготовления, искать партнеров, искать точки, где бы Китай мог базироваться. Тем более этому способствует то, что Китай стал глобальной экономической державой. Экономические интересы огромные, а защищать Китай, как он их может? У американцев, как говорил один наш политолог в свое время, советский, куда ни плюнь, везде военная база американская. У китайцев ничего нет. Вот, говорит, мы получаем нефть и газ с Ближнего и Среднего Востока. Завтра американцы захотят перережут в 1 секунду. Значит, и нам надо им. И вот это вот соревнование идет. Но при всем этом, вот вы высказывали это, мы, сидя с вами согласен, что все-таки до военного конфликта не дойдет. Все-таки вот это взаимный интерес, безусловно, есть, лопнет все, не только модернизация, а вообще нормальная жизнь. Они столько усилий потратили, чтобы Китай вернуть на такие позиции. Это во-первых, это раз. Во-вторых, это глобальные проблемы, которые реально есть и которые раз за разом заставляют великие державы, в том числе эти две, сотрудничать. Вот даже тот же ковид, несмотря на все взаимные обвинения и так далее, возникла проблема, ни одна страна самостоятельно ее не решит. Надо как-то кооперироваться. Да? Завтра это будет потепление климата, послезавтра, извиняюсь, там с Марса упадет что-нибудь на голову землян и так далее. Масса всяких проблем. Плюс конфликты, которые сегодня его нет, завтра раз возникает конфликт, перекрываются проливы, нарушаются поставки ресурсов. Ну, можно перечислять бесконечно. Там, или воды. Вот есть разговоры о том, что кончится все тем, что будут водные войны идти из-за обладания водой. Ее все меньше, а людей все больше. И вот в некоторых районах это целая катастрофа. Значит, вот необходимость, да, есть еще эти экстремисты, террористы и все прочее, да, которые тоже заставляют великие державы. Есть большая повестка дня, по которым необходимо просто сотрудничать. Это два: взаимозависимость, вот эта повестка. Третье, конечно, это оружие массового уничтожения. Что бы там мы ни говорили, как бы мы это оружие не ругали, но если бы этого оружия не было, уже, наверное, все со всеми воевали. А вам не кажется, что вот эта огромная накопленная и нарастающая мощь Китая делают его более хрупким? Вот смотрите, ковид. Китай болезненно отреагировал на эту инфекцию. И меры, принимаемые в Китае по борьбе с ковидом, ковид или ковид, ну, как я буду называть ковид. Да, я тоже. Да, они были значительно более жесткими, опасливыми, чем в других странах. Целое огромное сердце, можно сказать, промышленное и экономическое Китая, как Шанхай, просто выключался из работы. Из-за этого останавливались гигантские предприятия. Огромные отрасли промышленности Китая, в том числе построенные с помощью иностранных инвестиций, и эти остановки производства невольные, они сейчас заставляют
некоторых бизнесменов по опросам до 15% инвесторов считают, что надо выводить из Китая деньги, потому что если такое будет повторяться, лучше где-то получать меньшую прибыль, но чтобы не было таких драконовских мер по остановке производства и экономической деятельности. И малейшее шевеление Китая, там, малейшая попытка спасти людей и при этом ограничить экономическую деятельность приводит к тому, что целые отрасли экономики в отдельных странах сотрясаются, потому что мощь Китая такова, что его движение легкое плечами или даже пальцами приводит к банкротству предприятий или отраслей промышленности. Китай крайне зависим от своих темпов роста. Если для Соединенных Штатов 2,5% роста ВВП это считается очень хорошим показателем, все растет, то для Китая это катастрофа. Если у них не будет 6-7%, они просто не обеспечат, условно говоря, там, прирост населения или какие-то его надежды. Вам не кажется, что чем сильнее растет Китай, мы уже перешли к оценке страны, а не дипломатии, тем более хрупким он становится, тем более сам болезненно вынужден реагировать на то, что происходит внутри него или в мире вокруг него. Посмотрите, что-то случилось с некоторым количеством угольных шахт в Китае, и мир обрушился в энергетическую, ну, есть и такое мнение, и мир обрушился в энергетический кризис. Огромная Россия, угледобывающая страна, добывает в год 400 миллионов тонн угля. Это невероятное количество, учитывая, что где-то в Европе его не добывают почти совсем. Так Китай добывает 4 миллиарда на своей территории и еще жадно завозит этот уголь. Где-то что-то, не только в Китае, там в России закроется угольный разрез и зашатаются целые отрасли экономики. Вам не кажется, что в процессе своего роста Китай становится еще и хрупким и зависимым от мира, а не только мир от него? Ну, я, безусловно, на 100% согласен. Могу добавить, что если посмотрим на Соединенные Штаты Америки, мы тоже увидим там и хрупкости, и зависимости. Мы недавно помним, да, что было между республиканцами и демократами, помним черная жизнь ценится там, да, целое движение, пересмотр всех основ там американской революции. Они любят гражданскую войну, американцы. Они не случайно вооружены все до зубов. Претензии к США со стороны Мексики и других соседей, претензии со стороны Европы. То есть, когда ты лидер, то, естественно, у тебя и собственные проблемы есть, и у всех есть тебе претензии. И в Европе есть к американцам, и, конечно же, у арабов есть, и у мусульман, если шире говорить, да. Даже сейчас вот мы смотрим на эту ситуацию, вот как себя Индонезия ведет, все другие, возникает там в Европе кризис, и вот реакция. Если американцы занимают такую позицию, то эти хотят другую занять. Но вы спросили про Китай. Что касается Китая, то я полностью согласен, можно еще добавить и этнические проблемы, и разница в развитии приморских районов и внутренних районов, исчерпание или недостаток ресурсов, и он все больше, так сказать, усиливается, и пахотной земли, там, ну и так далее. Это можно очень долго говорить. О их недостатках вы красочно и полностью. Рисках, я бы сказал, да, рисках для страны. Но что я в оправдании... Кстати, вы знаете, извините, я вас перебью. Мне кажется, я сам был несколько раз в Китае, правда, как журналист, это были недолгие поездки, но у меня их было несколько, и по разным регионам, и на разных уровнях. И у меня было ощущение, что этих рисков своего собственного бурного развития китайцы их ощущают, и они тоже их побаиваются. Да, они, безусловно, ощущают, и мы даже шутили не раз, вот беседуешь с китайцем, мы расхваливаем Китай, ну как, так сказать, приехали гости, во-первых, Китай заслуживает, во-вторых, гость приехал, надо приятное сказать. А они нам в ответ: да ну что вы, у нас такие проблемы, раз, два, три, вы еще разве, у вас лучше люди живут, у вас люди лучше питаются, у вас продукты лучшего качества, у вас воздух в Москве вот такой, в Китае ужасный. Что такое мы не слышали отрицательного от китайцев, о Китае в сравнении с нами. Боятся сглазить себя, можно. Да, что вот у нас один журналист мне говорит: ну что, у нас все стремятся здесь работать, какой воздух, какие-то, я говорю, у вас же дешевле. Да что вы, у вас можно найти места такие дешевые, товары высокого качества, у нас там ничего нет, у нас там в смысле качества и хороших цен. Но что хочу
что называется, в оправдание сказать. Вот в Китае начались реформы, да, в 1979 году. Я работал в Пекине, в посольстве, потом в Москве занимался Китаем, там, в других странах, когда бывал, обсуждали мы со специалистами Китая. Все в один голос каждый год говорили, что Китай вот-вот рухнет, его экономика на грани. Социальные проблемы, идеологические проблемы, этнические проблемы. Так и про Россию все время говорят. И вот, последние годы, и вот десятилетия. говорят. А Китай, когда начинались реформы, все иностранные дипломаты в Пекине говорили, что ничего у китайцев не получится. Даже шансов нет. Что они себя представляют, как они работают, а тогда китайцы плохо работали при таком, что называется, развитом социализме. Когда, значит, надо тебе дверь починить, ты приглашаешь мастера, 10 человек приходит, один что-то делает, 9 стоят. Что стоят? Приходишь в аэропорт, там груз надо отправить, берет у тебя посылку не один человек, а 5 или 6 сразу берут одну посылку. Или в магазин приходишь. То есть вот такое ощущение было, что настолько нерационально используются трудовые ресурсы, и настолько они часто выглядели как не очень высокой квалификации, когда просто сталкиваешься с этим, да, что я не буду ж примеры приводить, но можно было сотни привести, когда такое ощущение, что человек не... Более того, я помню, тот же период, они говорили, какие у вас хорошие телевизоры советские, самые лучшие. Мы говорим, почему? А это японский телевизор, вот он сломается, и никто починить не может. А ваш, говорит, ударил и работает. И Волга, говорит, самая лучшая машина. Почему? Потому что у нас ужасные дороги, а там металл очень толстый. И Волга спокойно проходит. А вот эти все европейские машины, вот в таком состоянии все было. Понимаете? А теперь они производят 25 миллионов автомобилей в год. А дороги 2,5 электрические. А дороги, я помню, мы в 1984 или 1983 году из Пекина поехали в Тяньцзин. Вот у меня до сих пор ощущение такое, что я на Луне побывал. То есть это не дорога, это вообще непонятно что. Вот едешь где-то на другой планете, не то, что там указателей нет, какого-то полотна нет, а просто вот что-то... Евгений Петрович, напоследок этого замечательного интервью, этой замечательной беседы, этой потрясающей встречи, спасибо, что пришли. Два вопроса. Война будет вокруг Тайваня? Китай предъявит нам территориальные претензии когда-нибудь? Вы имеете в виду краткосрочная перспектива или вообще когда-то кто-то кому-то? Ну, мы увидим это с вами. А вот так уже точнее, да. Ну, что касается Тайваня, у меня есть приятели, которые каждый день утверждают, что вот-вот начнется. Мне кажется, что китайцы слишком для этого разумные люди, причем китайцы, живущие как в КНР, так и на Тайване, чтобы это допустить. У них, как нам с вами известно, очень тесные экономические связи, около 1 миллиона тайваньцев сейчас вообще находится на территории КНР, работает там, учится, бизнесом занимается, очень выгодные связи экономические тем и другим. Теперь, если эта война начнется, это будет удар не только по этим связям, а удар по экономике, по политике, вообще по Китаю. И Китай даже во времена Мао Цзэдуна, когда, в общем, экстремистская была, мы же это сегодня обсуждали, внешняя политика, да, особенно культурная революция, даже тогда Китай не пытался захватить Тайвань, там, начать войну. Вот в 50-м году встречались Сталин и Мао Цзэдун. И Мао Цзэдун говорит, что вот мы хотим Тайвань освободить. А Сталин ему сказал, не надо этого делать, это мировая война может начаться. Американцы вмешаются. Говорит, вот вы лучше Гонконг освободите. А Мао Цзэдун ему говорит, нет, Гонконг нам нужен, это канал получения технологий, товаров. Вот вы войну пережили, вам тяжело сейчас, а через Гонконг мы все это получаем. А Сталин говорит, ну это центр шпионажа против Китая. Он говорит, ну со шпионами мы разберемся. То есть даже Гонконг не тронули. Тайвань в итоге никто не трогал. Даже в те времена, когда не было ни модернизации, ни рационального мышления, нечего было. Сейчас очень много можно потерять, почти все. Все, да? ответ получен. А мы? К нам? А к нам? От Камчатки до Байкала?
Довольно Ну, много территорий. У нас сейчас дружественные отношения, и чем дальше они все более дружественные становятся уже на протяжении, ну скажем так, Горбачев нормализовал отношения, они там чуть-чуть зашатались какой-то период после минских событий там в Китае, когда были перетрубации. Но, в принципе, они все... Да, когда у нас демократы пришли к власти в 1992 году, они на первых порах говорили, что надо чуть ли не на Тайвань делать ставку, потому что коммунизм долго не продержится в Китае. Но это был очень короткий период. Потом сам Ельцин убедился в том, что надо иметь нормальные отношения с Китаем, что там нормальные толковые коммунисты, вот они страну ведут по правильному пути, и стали развивать мы отношения, и с тех пор они идут только по нарастающей. А вот известный политолог американский Хантингтон, автор теории столкновения цивилизаций, да, он, кстати, преподавал все время в дипломатической академии и так далее, он уже умер. Так вот он все время выдвигал идею о том, что будут сталкиваться цивилизации, и обязательно столкнется цивилизация российская, русская с китайской, потому что это две огромные цивилизации, они амбициозные, и у них общая граница. А там, где общая граница, будет литься кровь везде. Вот она уже льется на Ближнем Востоке, на Балканах и так далее. То есть, что это произойдет. И при этом предсказывал прекрасные у нас отношения с Украиной, с Грузией и так далее. Вот уже прошло 30 сколько лет с того, как он это предсказывал. У нас с Китаем отношения идут только по нарастающей. Да и в другом он немножко ошибся. Да, и в другом. Поэтому очень... Да, и в заключение, чтобы подвести черту под моими рассуждениями, у нас был такой в Советском Союзе академик Анчишкин. Он считался отцом экономического прогнозирования в СССР. И он любил говорить, что гадание на кофейной гуще отличается от подлинного научного анализа тем, что первое иногда сбывается. Да, я знал одну грузинку, у которой сбывались все предсказания на кофейной гуще. Спасибо большое. Очень рад, что вы к нам пришли. Спасибо.